Здравствуйте, уважаемые рукодельницы и гости моего канала. В данном видеоуроке будем вязать рюкзак. Это уже второй рюкзак. Для работы нам понадобится вот такой вот наборчик для рюкзака. Я покупала на Валберис. Ссылку артикула ставлю все в описании под данным роликом. Смотрите, какой красивый цвет. Здесь полностью в комплекте есть все: донышко, клапан, утяжка, шлейки, карабинчики и замочек. Все входит в комплект. И у меня вот есть такой вот шнур, это большая бобина, это белорусский производитель. Здесь прям 500 метров. Мне столько, конечно же, на рюкзак не надо. Расходы я напишу потом в описании под данным роликом. Я просто купила этот шнур, потому что на него очень приятная цена. Останется, свяжу еще какую-нибудь сумочку, либо еще что-то. Шнур 3 миллиметра, цвет льняной. Итак, для работы нам еще понадобится крючок номер 4. Итак, приступаем к вязанию. Итак, берем наше донышко. Сначала будем прокладывать через эти дырочки косичку. Да, оставляем вот такой вот хвостик, чтобы сделать последнюю петельку. И где-то с серединки так прокладываем по всему периметру вот такую косичку. Здесь подтянем. Сильно не стягивайте вот эти петельки, делайте такие вот до следующей дырочки, чтобы не было такого стянутого вида. Все, идем по всему периметру, прокладываем косичку. Итак, прошли по всему периметру нашего донышка. Смотрите, подходим, остается у нас одно отверстие. Да, мы сюда ныряем и вытягиваем вот этот хвостик, который мы оставляли. Вот так вот его полностью вытягиваем и делаем искусственную косичку. Вот таким вот образом заводим оставшийся хвостик вот сюда. Все, смотрите, чтобы у нас донышко было абсолютно по всему периметру одинаковая коса. Так, и там, где мы начинали вязание, смотрите, в каждое отверстие мы провязываем по 2 столбика без накида. Вязать можно вот так, как я вяжу, чтобы косичка была цельная, а можно вот так вот в середину косички провязывать. Это тоже по желанию. Смотрите, как вам больше нравится. Я вяжу так, чтобы у меня эта косичка была цельная. По всему периметру провязываю в каждое отверстие по 2 столбика без накида, кроме вот сюда боковинка, да, центральная петля, провязываю 3 столбика и от нее отсчитываем 1, 2, 3, четвертую тоже 3 столбика без накида, и в эту сторону 1, 2, 3, четвертую тоже 3 столбика без накида. Я сейчас по всему периметру провяжу, покажу вам, как у меня получилось, и посчитаем, сколько это у нас будет столбик без накида. То есть пока вяжем вот так вот в каждое отверстие по 2 столбика без накида. Так, смотрите, обвязала по всему периметру. У меня получилось 84 столбика без накида. Как и говорила, в верхушках вот с одной стороны и с другой провязала по 3 столбика. 1, 2, 3. Отступаем в четвертую петельку, тоже 3 столбика, и с этой стороны 1, 2, 3, четвертую 3 столбика. То же самое с противоположной стороны. 3, 3 и 3. В остальные все петельки я провязывала по 2 столбика без накида. Итого у меня получилось 84 столбика. Закрываем этот ряд. Смотрите, вытягиваем петельку и крючок через перемычку и полупетлю. Берем вот эту петельку нашу, вытянули,
подтянули. Шнурочек вот так вот вытягиваем и формируем петлю. Вот наша петелька. Далее берем полупетлю и перемычку. Весь этот ряд мы провязываем столбики без накида за полупетлю и перемычку. Всего должно получиться в этом ряду 84 столбика без накида. Мы пока еще основной узор не вяжем. Мы этот первый ряд просто провязываем наши столбики без накида. Вот таким образом вяжем до конца. Не забываем, что вот сюда вот мы провяжем последний столбик, потому что мы начинали вязание не с первой петельки, а можно сказать со второй. То есть вот за вот это вот соединение сюда тоже провязывается последняя петелька. Ну, чтобы не потерять ее, можете просто просчитать. Должно быть четное количество петель. У нас это 84 столбика без накида. Итак, довязываем наш первый ряд. Смотрите, как последнюю петельку вяжем, так, чтобы тоже одна дужка оставалась внизу. Она у нас последняя вот такая. Все. Теперь буду показывать, как переходим на новый ряд. И со второго ряда мы вяжем наш основной узор. Это узор шишечки. Так, смотрите, заводим крючок с изнаночной стороны и выводим нашу петельку. Шнур идет за петелькой. Выводим крючок, забираем наш шнур, вторую петельку на крючок и все вместе провязываем. Вот мы провязали первую петельку. Так, вот этот столбик уже не трогаем. Количество петель, как я говорила, должно быть четное, потому что узор вяжется, чередуя вот такие вот столбики без накида по 2 косички. И смотрите, второй столбик мы провязываем просто за нижние вот эти вот 2 галочки. Вот таким образом вытягиваем наш шнур и провязали вместе. Все, то есть мы будем постоянно чередовать. Сначала под косичку провязываем столбик без накида. Все, вот эту петельку мы не трогаем. А следующую, вот наша петля, мы за обе галочки вот таким образом провязываем. И чередуем опять под косичку столбик без накида. Вот эту петельку мы больше не трогаем. А следующую вот за обе галочки мы тоже провязали. Вот таким образом вяжем наш основной узор. Еще раз показываю. Под косичку мы провязываем столбик без накида. Больше вот этот столбик мы не трогаем. Вот у нас идет следующий столбик. И здесь мы вот за обе дужки вот так вот. Вот таким вот образом провязываем вот такую шишечку. Да? Вот это у нас первый ряд узора. Вяжем его до конца ряда, чередуя 2 вот этих столбика. Далее покажу, как переходить на новый ряд. Так, довязываем до конца наш первый ряд узора. Так, осталось довязать 2 столбика. Первый обычно под косичку. И второй столбик мы за обе галочки. Сейчас покажу, как будем переходить на новые ряды. То есть мы будем так постоянно переходить на новый ряд. И третий и последующие ряды. Нет. И второй ряд узора и все последующие ряды будем вязать таким вот образом. Заходим с изнанки под косичку. Вытягиваем нашу петельку. Шнур немного подтягиваем, чтобы петелька стала меньше. С лицевой стороны заходим и за этой петелькой захватываем еще одну петлю. И вот таким образом 2 петли на крючке мы провязываем нашу первую петельку. Так будем переходить на новые ряды. И еще раз повторяю, второй ряд узора и все остальные последующие вяжем вот таким вот образом. То есть сделали первую петельку и теперь вот за обе вот эти дужки мы провязываем наш узор.
Так, там, где в предыдущем ряду была провязана наша шишечка, мы просто под косичку провязываем столбик без накида. Там, где узора у нас не было, за обе галочки провязываем наш узор. И таким вот образом наши шишечки, они в каждом ряду, получается, чередуются. То есть получается, вот идут эти шишечки по диагонали, скажем так. Столбик без накида. И за обе галочки провязываем наш узор. Вот таким вот образом вяжем все последующие ряды. Смотрите, какой красивый получается узор. Еще раз покажу, как переходить на новый ряд. Так, довязываем наш узорчик. Вытягиваем петельку. Заходим с изнанки. Вытягиваем нашу петельку. Подтягиваем все, чтобы петелька стала меньше. Захватываем шнур за петлей и продеваем вторую петельку. Все, провязываем вот так первую петлю. Все, тогда никаких переходов не будет видно. То есть получается такой вот цельный узор. И далее, как я уже говорила, повторяем, начиная со второго ряда узоров, то есть вяжем вот таким вот образом наш узор из ряда в ряд. Там, где у нас не было шишечки в предыдущем ряду, мы ее провязываем. Там, где она была, возле нее просто столбик без накида. Все, вяжем далее самостоятельно. Итак, смотрите, какой плотный получается у меня рюкзачок. Я связала необходимую мне высоту. Сейчас буду делать отверстие. Сейчас буду делать отверстие для утяжек. Смотрите, я связала высоту, вот это вот расстояние у меня 24 сантиметра, и это у меня получается 31 ряд, с учетом вот этого первого рядочка, который мы просто вязали столбики без накидов. Вот какой плотный получается рюкзачок. Так, теперь беру маркеры. Да, и ставлю маркеры, делю как бы мой рюкзачок наполовину. Вот, смотрите, они у меня в уголках. Вот это перед рюкзака, вот это тыльная часть. Для утяжек, что необходимо, где у меня будут дырочки. Так, в одну и в другую сторону мы считаем 1, 2, 3, 4, 5 и в шестую косичку я ставлю маркер. То же самое здесь. 1, 2, 3, 4, 5, шестую маркер. Здесь у меня будет отверстие для утяжки. Причем маркеры ставлю именно там, где у меня должна в следующем ряду формироваться шишечка. То же самое с другой стороны. Вот наш уголочек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И спереди от вот этих маркеров, которые я вам уже показывала, так, считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. В 12-ю косичку. То же самое с этой стороны. То есть между двумя вот этими маркерами у меня расстояние 1, 2, 3, 4, 5. 5 косичек, 5 столбиков. С другой стороны, так, с тыльной стороны теперь возьмем, да, от этих маркеров, которые идут от углов, до следующих, которые посерединке, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, в 10-ю, то же самое и с этой стороны в 10-ю петельку, а посерединке между ними 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так, вот здесь я начинаю свой новый ряд. То есть там, где у меня маркеры, я вам сейчас покажу, довяжу сюда, как я буду делать отверстие. Так, провязываем наши шишечки, чередуя просто с обычными столбиками без накида.
Итак, смотрите, доходим мы до маркера. Далее маркер уже нам не понадобится, его в принципе можно снимать. То есть здесь у нас должна быть очередная шишечка, да, а мы провязываем просто воздушную петлю. И пропускаем, не провязываем эту шишечку. Так, просто вот сюда провязываем столбик без накида. То есть получается у нас вот такое вот отверстие. Так, и далее снова здесь у нас будет шишечка, столбик без накида. Так, шишечка, столбик без накида, снимаем маркер. Опять же, шишечку я не провязываю, то есть маркеры у меня стоят везде, именно там, где мы должны провязывать шишечки. Проверьте это у себя, у меня они везде так проставлены. И мы эту шишечку не провязываем, провязываем в воздушную петельку, да, и вот эту вот петельку пропуская, то есть не вязав шишечку, сюда столбик без накида. То есть таким образом у нас формируются вот такие вот дырочки для утяжек. То же самое делаем со всеми остальными, кроме боковых. Боковые можно снять, чтобы они нам не мешали. Мы их ставили только для того, чтобы расставлять вот эти вот правильно маркеры. Итак, вяжем далее отверстие, где необходимо. Так, я провязала этот ряд, где мы делали дырочки. Сейчас еще раз покажу, как я перехожу на новый ряд. Провязав последнюю петельку, вытягиваем ее вот таким вот образом, чтобы вот эта вот наша петелька была такого же размера, как и вот эти все наши косички. Ну, я уже рассказывала не раз, но еще раз покажу. Заводим крючок, за петелькой вытягиваем ниточку, 2 петли на крючке и получаем первую нашу петлю. И далее вяжем по узору, да. То есть мы сейчас вяжем с вами еще 2 рядочка. Это вот этот первый ряд, который над дырочками, и еще один ряд. И последний закрепляющий такой рядочек с соединительными петельками. Я всегда его вяжу, дабы край изделия был красивым и плотным. Так, здесь мы вяжем по узору. Как я вам уже рассказывала, вяжется этот узор шишечки. Так, и вот сейчас доходим до первого нашего отверстия. Смотрите, вот наша дырочка, где мы провязывали воздушную петельку, да. Формируем шишечку. А где была воздушная петля, провязываем столбик без накида. И здесь снова по рисунку у нас провязывается шишечка и столбик без накида. То есть таким образом у меня получается отверстие. Вот моя утяжка. Сейчас я вам покажу, что она в эти отверстия заходит и двигается очень даже прекрасно. Смотрите, потом все соберу, покажу, как выглядит рюкзачок в связанном виде. Так, и таким образом, так, идем до следующей дырочки. Сейчас опять же покажу, как мы над ней провязываем, а далее провяжете уже сами. И следующий рядок тоже. Так, провязываем шишечку, где была воздушная петля, столбик без накида. И очередная шишечка у нас. И далее мы вяжем по рисунку. Так, вот таким образом получается у нас такие вот отверстия. Так, провязываем вот этот ряд, который сразу над дырочками. Еще один ряд. И я уже покажу, как делать ряд соединительными петельками. Итак, провязав 2 ряда над нашими дырочками. Вот смотрите, дырочки выделяются. Сюда очень хорошо протянутся наши утяжки. И сейчас самый последний наш ряд. Это соединительными полустолбиками. Смотрите. Так, переходим на этот наш рядочек. Вытянули сюда петлю.
этот шнурочек сюда, ныряем, захватывая вот эту петельку сзади. И вот таким вот образом прокладываем последнюю строчку для того, чтобы укрепить края нашего рюкзака. Вот. Смотрите, какие получаются края, тогда плотные, красивые. Прокладываем до конца ряда. Покажу в итоге, как сделать последнюю петельку. Так, смотрите, довязываем до конца вот этот наш отделочный ряд. Остается одна петелька. Свой хвостик я уже обрезала. Вытягиваем шнур и формируем вот эту последнюю фальш-петлю. Изнутри заводим крючок и вытягиваем наш шнур. Подтягиваем, чтобы эта петелька была такого же размера, как и все остальные. Прячем хвостики и одеваем нашу утяжку. Итак, одеваем нашу утяжку. Это у меня передо мной передняя часть, где расстояние поменьше. Вот здесь посерединке, здесь оно у меня будет пошире. Итак, берем утяжку и вот так вот продеваем через все дырочки, ничего не пропуская. Смотрите, как продела я свою утяжку. Вот как выглядит сейчас мой рюкзачок. Одеваем вот этот закрепитель. Вот такое красивое сочетание цветов. Все, по-моему, идеально получилось. Сейчас покажу, как будем крепить клапан. Так, вот наша передняя часть нашего рюкзака. Вот это тыльная сторона. Так, берем наш клапан. И я клапан всегда креплю вот так вот за утяжками. То есть у меня утяжки всегда внутри. Прикладываем, находим серединку. То есть сейчас я у себя намечу, где у меня будет серединка. То есть вот прикладываем таким образом, чтобы утяжки у нас были внутри. Вот как-то на таком расстоянии, сколько это получается? Раз, два, три рядочка. И где-то в четвертом будем прошивать. Только нашли серединку, отметили. И сейчас покажу, как буду пришивать. Так, оставляю небольшой хвостик, чтобы потом делать первую петельку. И протягиваем наш шнур. И идем соединительной строчкой. То есть делая вот эти петли довольно-таки свободными, чтобы они не стягивали наш клапан. Очень неудобно показывать, но суть вы понимаете. То есть мы вытягиваем петельку и идем дальше. Прокладывая вот такие вот соединительные косички. Далее покажу, как сформируем первую и последнюю петельку. Так, делаем последнюю петельку. Захватываем шнур. Свой шнур я уже обрезала. Вытягиваем. Так, и где-нибудь поблизости просто еще раз вот так вот протянем, закрепку сделаем этой последней петли. Все, далее хвостик внутри спрячем. Теперь сформируем нашу первую петельку. Мы оставляли шнур. Так, опять же ныряем. Вот.
сюда рядышком с нашим клапаном. Смотрите, формируем первую петлю искусственно. Вот таким вот образом. И опять же и ныряем обратно. Все, первая, последняя петелька у нас готова. Так, клапан мы присоединили. Останется только присоединить сюда к клапану замочек и присоединить одну часть замочка к нашему рюкзачку. И покажу уже вам готовый вариант. По желанию, конечно, еще необходимо будет сшить подкладку. Я подкладку тоже буду делать. Покажу вам уже готовый вариант. Итак, мой рюкзачок готов. Смотрите, какой получился красавец. Очень красивая фурнитура. Вот этот весь комплект. Я оставлю ссылку в описании. Артикул напишу, то есть я его покупала на Wildberries. В комплект входит донышко, клапан, замочек, утяжка, вот эти вот лямки, кольца, то есть даже отвертка. То есть полностью готовый наборчик. И оставлю артикул, вот этот шнур я тоже покупала на Wildberries. Если вы вдруг не знаете, как присоединять замочек, либо лямки, кольца, у меня есть еще один мастер-класс. Я вязала тоже рюкзачок, где у меня был готовый комплект. Поэтому там более подробно это огласилось. Здесь уже я вам сразу показала готовый вариант. Поэтому, если вам был полезен и понравился мой мастер-класс по вот такому вот рюкзачку, ставьте, пожалуйста, ваши лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!